Всем привет! И сегодня мы с вами будем распаковывать Buvis 3.0 и Buvis моторы. Доехала она быстро, из Словении, и при этом Почта России, на удивление, обнаружила ее гораздо быстрее, чем ко мне пришли инвойсы от ребят из Buvis. Ну, собственно, она посылочкой перед вами, в первозданном нераспакованном виде. Единственное, что я сделал, это заклеил какие-то персональные данные. Ну, давайте посмотрим немножко, что у нас есть. В принципе, у нас ничего особо интересного на посылочке нет. Единственное, что мы можем увидеть, это цена немного меньше, чем ожидалось. Цена на сам Buvis занижена. Ну, наверное, это сделано предусмотрительными ребятами из Словении, чтобы помочь не платить таможенные пошлины нам. Ну вот, давайте посмотрим. Бриктой, Той Мотор и цены. Ну что ж, давайте открывать. Пока шел с почты, я нащупал две коробки. Вот. Очевидно, в одной из них моторы, а в другой сам Buvis. Итак, вот самый торжественный момент. Па-бам! Да. Больше здесь ничего нет. Никаких гифтов, открыточек и чего-то подобного. Убираем мусор. И вот две, по-моему, одинаковые абсолютно коробки. Вот, но с разным содержимым. Даже не знаю, какую из них мы будем раньше открывать. Собственно, ну, что греха таить, давайте начнем с Buvis. Так как баги, да, оговорился. Buvis мотора у нас копия баги моторов. Вот. Давайте посмотрим на коробочку Buvis сначала. Buvis мотор пускай стоит там где-то вдалеке. Вот. Как будто он будет следующим. Мы будем следующим. Что мы видим на коробке? Видим различные сертификационные значки. Видим Bluetooth значок. Остальные я, наверное, правильно расшифрую. Видим QR-код, который, вероятно, ведет на сайт. Видим контуры Buvis. И видим вот здесь вот датчик, по-моему, света это, хотя могу ошибаться. В общем, видим какой-то датчик, подцепленный к мотору из серии Spike Prime. Вот, наверное, намекает нам на то, что мы можем пользоваться Buvis совместно с какими-то другими датчиками, а не только с моторами. Итак, вот у нас есть старый Buvis. Да, немного потянем резину. Вот, видим, что по контурам он не совпадает. И что он у нас не такой плавный. Старый Buvis. Вот у меня уже Buvis чиненный, плававший. Вот здесь видим, что стал как будто бы потоньше. Он как будто бы здесь с масштабом что-то не то. Ну что ж, давайте вскрываться. Коробочка упорно не желает идти. По-моему, коробочка точно такая же, как была у прошлого Buvis. Например, thank you, dear Buvis customer. Что мы здесь видим? Мне рекомендуют, обещают 20% скидку на Buvis.com, что звучит весьма приятно. Учитывая, что бувизики подешевели старые, можно брать старых бувизов. И мы видим уже Buvis, но давайте потянем время, давайте посмотрим, что еще у нас здесь интересного. Инструкция. Зажмите Buvis 2 часа. Скачайте Buvis приложение. Законнектите Buvis, бла-бла-бла. Радиус действия Bluetooth. Опа! Одна инструкция на 2 Buvis. Видим про Buvis 2 сразу и про Buvis 1. Видим, что Buvis 2.0 нужно чарджить через microUSB 2-3 часа, а Buvis 3.0 нужно чарджить 1-2 часа через USB-C. Собственно, тут статусы, индикация и все вот это вот. Но, конечно же, мы будем разбираться методом тыка, зачем нам это надо. Buvis, Faster Brick. Скорость, энергия, дистанция и прочие слова, которые, наверное, я не переведу. Ну, наверное, имеется в виду компактность и возможность использовать Powerbank и простая зарядка.
шелуха, наклеечки. Ну и, собственно, виновник торжества. Там, видим, коробка модернизирована. Можно положить сразу два бувиза. Вот. Хватит прелюдий. Вот она, наша радость. Пробуем сходу включить. Она работает. Я думал, он будет разряжен. Но нет. Он моргает и заряжен. Но, очевидно, моргает красным, потому как батарейка слаба. Вот мы видим его контуры. Да, конечно, пластик глянцевый. После прошлого бувиза, где пластик был матовым, это, конечно, нас немного расстраивает. Разбирать мы его, наверное, сегодня не будем. Вот, а также все, в принципе, как в старом бувизе. У нас имеется нумерация портов 1, 2, 3, 4 и A и B для портов Power Functions. Но логотипа Lego, конечно же, нету на пинах. Есть логотип Buvis с задней стороны. Вот так он красиво выключается. Или не выключается. Ну, в общем, с Бувизом у нас дела обстоят как-то так. Так вот, наконец-то удалось мне сконнектиться с Бувизом. Вот он у нас такой красивенький, зелененький. И теперь я могу, наверное, управлять светом. Да, это первая фишка Бувиза. Мелочь, но весьма приятная. Можно все сделать в редких цветах Лего. Не знаю, похоже ли это на Dark Azure. Может быть, похоже, хотя, наверное, уже больше к синему. Но да ладно. Ну, собственно, вот такой у нас он теперь. Красивенький, кастомный. Вот. Вся эта красота. Да, конечно, у меня не супер классная камера, все в расфокусе. Вот, но это как минимум очень забавно. Да, я по-прежнему не понимаю, как добавить какие-то контролсы. Может быть, нужно попробовать что-то подключить к устройству. Ну, давайте пробовать. Первым у нас, конечно же, пойдет Angular угловой мотор. Попробуем подрубиться в синенький порт. Так, у нас есть вертикал слайдер. Так, я абсолютно не понимаю, как этим пользоваться. Но, видимо, сейчас я разберусь. Так, собрал я вот такой чудесный профиль управления.
Да, тут, наверное, ничего особо не видно, но, к сожалению, у меня Mac отказался захватывать картинку с iPad. Он имеет только iPhone, а iPhone мне нужен для съемок. Так, ну давайте попробуем, например, повешать на... Так, ну давайте попробуем. Момент истины. Да, при этом тока, конечно же, мы не видим. Да, но при этом мы видим положение iPad. Забавно. Так, ну давайте попробуем паролить чем-нибудь еще. Давайте попробуем, например, паролить мотором без датчика оборотов. Хотя пока я не понял, можем ли мы как-то использовать датчик или нет. Давайте еще XL мотор подрубим, а чего бы нет, потому что можем. Потому что у нас есть XL мотор. XL мотор у нас с датчиком оборотов. В принципе, неизвестно, поможет нам как-то это или нет. Но вот так или иначе у нас теперь есть куча различных девайсов, подключенных к Бувизу. Давайте мы все это отцентрируем и попробуем паролить. Ну, давайте попробуем паролить, например, вот этим. И добавим движение вправо-влево. Ок. Этот порт, ну, добавим сюда, давайте, джойстик. Влево-вправо. И на этот мы добавим ну, давайте добавим вверх-вниз на джойстик тоже и оставим слайдеры пустыми. Ну что, поехали? Мотор крутится, но у нас не работают датчики тока. Собственно, можем попробовать включить самый быстрый режим. И на скорость вращения серво это не влияет никак. Что ж, обидно. Давайте попробуем повилять iPad. Так, ну, пока наш Бувиз заряжается, давайте мы посмотрим на наши баги-моторы. Прошу прощения, Бувиз-моторы. Так как хочется называть их баги-моторами, здесь тоже видим изображение 1 к 1 на грани. На обеих гранях. И здесь у нас написано 2 мотора. Так, собственно, давайте попробуем сравнить. Вот у нас оригинальный баги-мотор. Уже потрепанный жизнью. Пробуем сравнить. Ну, как будто бы совпадает. Да. Решили ребята из Бувиза не изобретать велосипед и повторить контуры оригинального баги-мотора. Не все это решение приветствовали.
одной стороны у нас есть совместимость со старыми самоделками и моделями. С другой стороны, многие не любят конструкцию баги мотора. О, еще 20% скидки. Надеюсь, они суммируются. Вот, стоит совершить еще пару покупок. Вот. Но в целом приятное, конечно, приятный бонус. И к моторам у нас не идет ничего, кроме самих моторов. Очевидно, подразумевается, что человек уже в курсе, как ими пользоваться. Ну, что можно сказать про дизайн и про пластик? Пластик ощущается гладким, приятным. Заморочились вот частично, он шероховатый, частично нет. Обычный разъем Power Functions. Как, в принципе, на любой совместимость Power Function с электрикой. Вот. И, собственно, у нас Bovis мотор. 2 выхода. Вот, давайте сравним с оригинальным баги мотором. Видно, что они практически идентичны. Только у баги мотора более такие рубленые формы. Хотя даже не знаю. Какие-то места, например, вот здесь у баги мотора более такие грубые. Здесь плавная окружность. Вот, например, проушины у баги мотора переходят плавно, а здесь они переходят остро, что, мне кажется, позволит, например, разместить здесь какой-то брик или коннектор или бим. Вот здесь, кстати, в решеточке видно конденсаторы и видно сам мотор. Вот, если будем сравнивать с оригинальным баги мотором, тут такой печали нет. Вот. Ну и само собой на баги моторе у нас место для подсоединения какой-нибудь 9-вольтовой электрики, электроплейта там, или переходника или провода. Вот здесь у нас этого нет, соответственно, будет в каких-то ситуациях, возможно, проще разместить свой мотор в самоделке. Провод виден сбоку, но опять же кому-то может провод сбоку помешать, но вроде удобно вывести и сюда, и сюда. Вот. Ну и на глаз, по-моему, здесь 400 туда расстояние. И нет, все-таки мой глазомер мне врет. Здесь не 400 туда. Здесь, наверное, 3,5-3. Пробую найти коннектор. Да, здесь ровно 300 туда. Вот со старым баги мотором мы такого провернуть. Ну вот с коннектором мы, наверное, сможем, потому что здесь у коннектора фаска. Да. Но как-то вот он неуверенно здесь сидит. Да. Вот. Ну что, давайте включать. Собственно, у нас есть старый Bovis. Да, сразу 2. А как вы хотели? Сразу 2 мотора. В целом складывается впечатление, что моторы сильно более плавные, чем оригинальные баги моторы, и сильно более плавные, чем моторы китайские. Под плавностью я понимаю, что я не чувствую каких-то биений внутри, и все работает максимально плавно. Я думаю, что по шестеренкам это слышно. Давайте попробуем так,
просимулировать ситуацию тапка в пол. И такое ощущение, что они потребляют меньше тока, потому как они не вгоняют бувис в перегрузку. Это, конечно, забавный факт. Да, резкий старт двух таких моторов не вгоняет бувис в перегруз, что достаточно забавно. Конечно, мы без нагрузки, вот, но в целом это достаточно прикольно. Я думаю стремительно, чем же мне нагрузить мои бувизы, и ничего, прошу прощения, да, бувиз моторы, и ничего не нахожу. Так, разбирать мы их, наверное, не будем. Вот, ну и давайте ради интереса подключим также баги мотор, потому что можем. Ну, вот такая у нас история. Так, пробуем понять, что у нас с бувизом. Вот, собственно, бувиз подзарядился, и мы можем попытаться снова подрайвить. Давайте будем в этот раз подключать устройство по одному. Теперь у нас подключен мотор, и ничего не происходит. Наверное, вам на видео все плохо видно. Попробуем вооружиться осями и вооружиться какими-нибудь коннекторами. Каждый раз изменение режима мощности бувиза ни на что не влияет, но, видимо, это будет работать только на PF-портах. Печально, но факт. Окей. Посмотрим, как себя ведет Excel мотор. Excel мотор у нас прекрасно работает. Попробуем светодиоды. Видим несколько уровней яркости. Да, светодиоды прекрасно работают. Мотор прекрасно работает.
принципе, у нас работа топ-мотора сразу. Что, в принципе, наверное, здорово и прекрасно. Так, вот такой вот он бувис. А что вы скажете у нас с Power Functions портами? Я скажу, что мы давайте-ка посмотрим, что у нас с Power Functions портами. Итак, что у нас подключено сейчас к нашему несчастному Bovis 3.0, либо счастливому? У нас подключены светодиоды Powered Up, ПУ мотор XL, ПУ мотор угловой, ПУ мотор, который аналог M-мотора, M-мотор Power Functions и, конечно же, Bovis. И, конечно же, баги мотор. Как мы видим, и, конечно же, у нас никак не влияет переключение режимов на Бувис. Мы по-прежнему не видим токи. Это, конечно же, печально. Но я думаю, что баги мотор в индикации не нуждается. Он прекрасно елозит по столу. И опять мы не видим ни режимов. И все вот это вот у нас крутится, вертится. Конечно, это все прекрасно. Да. У нас слишком темно. Вот. Да. Ну и возможно, что Angular мотор будет работать от гироскопа самого Бувиза, но нет, он от него не работает. Давайте сходим в приложение, посмотрим, что у нас там есть еще. Какие еще у нас есть, может быть, интересные контролы. Так, у нас есть гироскоп. Вернее, акселерометр. Можем его посмотреть. Можем посмотреть напряжение батареи Бувиза. Tilt Sensor у нас не работает. У нас есть, конечно, горизонтальный слайдер. И, в принципе, все. Ну, давайте вернемся в настройки. Попробуем порулить сервой, например, вот таким слайдером. И, в принципе, все. Как будто у нас вообще не работает порт. Либо у нас сдохла серва, чего бы, конечно, не хотелось. Давайте попробуем подключить XL мотор другой сюда. И мы видим, что у меня не работает третий порт. Сходим, проверим. Лампа на порту работает. А вот третий порт, конечно же, так себе.
не работает. Другие порты работают, третий нет. Ну и давайте мы все-таки попробуем добавить chill сенсор. Если я правильно его осознаю, датчик положения. Ну и давайте возьмем снова угловой мотор и просто подцепим его к другому порту. Да, как видим, я наклоняю iPad. А вот то, что у нас не работает вот этот порт, это, конечно же, печально. И я не знаю, что с этим делать. Как мы видим, у нас не меняются ни токи моторов, ни акселерометр, ничего. Так, собственно, смотрим на наш бувиз. Смотрим на наши бувиз моторы и старый бувиз. Смотрим, как все это будет прекрасно сочетаться. Да, при одинаковых положениях примерно слайдера мы видим, что у нас быстрый порт и медленный порт, так же как и на старых багги моторах, работает примерно идентично. Вот такие, собственно, дела. В целом я доволен своим приобретением, я доволен новыми моторами, несмотря на то, что у нас много было недовольных, и все же остаются люди, которые недовольны тем, что, например, не сделали мотор на полстула тоньше. Вот, потому как T5,5 тут иногда играют печальную роль в проектировании и конструировании. Вот. Но, конечно, приятно, что как минимум освободили место вот здесь, что позволяет поместить туда или коннектор, или балку на 3, чтобы более жестко зафиксировать мотор и, в принципе, в какие-то конструкции его более удачно встроить. Конечно, старый бувиз такого преимущества не давал. Вот, можно было только асимметрично разместить балку на 2. Вот, со сдвигом на полстуда, что было не всегда удобно. Вот это, конечно, маленькая конструктивная особенность, приятно удивляет. Ну и в целом, более гладкая и более ровная, как кажется, поверхность, она будет удобной для конструкторов. Ну и давайте сравним напоследок с китайским
баги мотором. В принципе, китайский баги мотор ничем особо не отличается от своего прародителя, кроме того, что у него вместо контактной площадки, как у Buvis мотора, выходит провод. И в целом, по сути, Buvis мотор это в какой-то мере, наверное, есть тот же китайский баги мотор. Ну, по сути, они все идентичны скорее. Вот, разве что, я думаю, у Buvis все более прекрасно с допусками, более прекрасно с поддержкой, и сам он более высокого качества. И давайте мы напоследок проверим, как все-таки у нас входят пины и в Buvis, и в моторы. В принципе, неотличимо от стандартных лего деталей. Фиксация жесткая, но при этом извлекается легко, чего не скажешь, например, о китайских моторах, из которых иногда приходится пины буквально выгрызать, хотя у меня здесь уже все относительно разработано, но местами, конечно, их заедает. Вот. Ну, в целом, еще раз резюмирую. Моторы классные, девайс классный, но сырой. Не работает у меня порт под номером 3. Буду писать ребятам e-mail. Надеюсь, что все-таки это проблема софтверного характера. Хотелось бы в это верить. Ну, или ребята признают железную проблему и вышлют мне еще один Buvis. И у меня будет 2 Buvis 3.0. Но это было бы сказкой. О, да, и один из Buvis'ов будет с нерабочим портом. Но в целом было бы неплохо. Хотелось, конечно, показать еще работу каких-нибудь сенсоров. Да, мы видим, что у нас сенсор определился. Но непонятно, можно ли как-то его использовать или нет. Угу. Чего-то мы не досмотрели, а я уже начал обижаться на Buvis. Интересно. Интересно. Да, вот заработал у нас акселерометр. Мы видим. Так. Видим вольтаж батареи, видим переключение режимов. Эх, не разобрался, обманул вас. Видим ток, потребляем мотором, видим вольтаж батареи. А вот переключение режимов по-прежнему не работает. Так, хорошо. А вот теперь я буду держать быстрый выход. Мы видим, как у нас растет ток. Ток растет. Видим перегрузку. Сигнализирует нам Buvis. Ток дорос до почти 4 ампер. И видно по току, что Buvis пытается датчик сбросить. Да, и у нас просело напряжение батареи. Да. Но закон он берет свое, оно вытягивается обратно. Так. Что у нас дальше? Ну, обещали нам программирование. Программирование нам не завезли. Вот. Так что, да, печаль. Итак, что можно
сказать в заключении наших испытаний и распаковки? Бувис 3.0 однозначно приятненький. Он, как ожидалось, на 11 длиннее. Вот, что помещает его в нечетную систему строения электротехник современную более удачно. Вот, но в другом разряде он остался такого же размера. И, собственно, если захочется размещать его вдоль модели, а не поперек, то придется все так же думать что-то с полубимами или как вы там его крепили. Вот, в целом, мой экземпляр мне показался не очень понятным. Вот у нас с кнопочкой что-то не то. Она выглядит как нечто оплавившееся или обуглившееся. Я не знаю, так задумано или нет. Вот. И в целом глянцевый пластик уже, по-моему, начал собирать какие-то царапинки. Вот. Собственно, у меня не работает третий порт. Это, конечно, большой минус. Вот. Я напишу ребятам e-mail. Надеюсь, они мне что-то подскажут. Вот, все-таки хочется верить, что проблема решается софтверно. Ну и Бувис мотор показал себя прекрасной современной альтернативой багги-мотору. Да, конечно же, китайские багги-моторы будут дешевле, но у Бувис мотора есть некое конкурентное преимущество в виде более удобных креплений. Опять же, кому-то это будет критично, кому-то нет. Вот, я думаю, что те, кто работает с багги-моторами, уже привыкли к каждому уголку. И, в принципе, они не будут разочарованы тоже, потому как мотор полностью повторяет контуры старого багги-мотора в основных местах. Ну и плюсом к тому же он ощущается как более, как сказать, цельный. И также он ощущается как более плавный, спокойно работающий, без каких-то биений и вибраций. Но, возможно, проблема в том, что я видел или БУ багги мотор, или новые, но китайские. Вот, и, возможно, это просто хорошо сделанный мотор, что, опять же, добавляет ему преимущество перед собратьями напрямую из Поднебесной. Вот. Ну и пишите в комментариях, если я что-то упустил и что-то вам хотелось посмотреть или проверить. Я хотел его зарядить в какую-нибудь модельку сегодня, но у меня на самом деле ничего интересного сейчас, подходящего под Бувис и Бувис мотора тем более не собрано. Вот, и у меня не так много времени было, чтобы снять этот ролик. В принципе, если я успею все смонтировать и выложить, и вы сейчас смотрите этот ролик, значит уже все хорошо и неплохо. Пожалуйста, напишите в комментариях, что бы вам хотелось еще посмотреть, как, может, мне его стоит протестировать, как мне стоит протестировать Бувис, как мне стоит протестировать моторы. Всем пока, всем большое спасибо.